Владимир Алексеевич, давай немножко поподробнее о том симпозиуме, который проводили в 96 году. Цель и задача понятна, то есть ответить на третье обращение КОН, что в принципе и сделано было, когда в начале при открытии симпозиума зачитал ты как раз вот это четвертое обращение. Ну и, может быть, поспоминаем, что за люди были, какие доклады были и о чем вообще рассказывали. Потому что на самом деле, на удивление тогда ведь меньше, чем за 4 месяца ведь и людей собрали, и помещение нашли, и организовали все. А люди были очень интересные, очень разноплановые доклады. Может, что-то вспомнишь? Давай повспоминаем как раз. Ну, видишь, я плотно общался с кем? С Мариной Попович. Вот. Подобного ты подогнал. Ну, вот. А остальных-то я практически не знал. Ну, Рогожкина, я его знал еще по этим, ну, там другие были слеты, еще, по-моему, Горьком, или еще где-то мы пересекались. Вот. Ну, и он тогда не очень-то и был верующий. Это сейчас он стал верующим, и один из создателей неологии, насколько я понял. Вот. Ну, надо быть честным, все-таки создатель генеалогии это генерал Ханцеверов, или полковник, он, по-моему, тогда еще был. Возможно, да. Но Рогожкин внес, я считаю, мощный вклад. Потому что все вот эти вот его формулы, как избавиться от чипов, там, как избавиться, значит, от программ, которые они там вкладывают в нас по ночам, от черпания вот энзимов. Это же все надо как бы проговорить, сказать, утвердить, и чтобы больше они не ссывались к нам. То есть я его, в общем-то, считаю таким продвинутым в этом плане. Понятно, что в уфологии там нету ни докторов, ни кандидатов, но и тем не менее он, в общем-то, один из таких ведущих и в уфологии, и вообще вот в этой всей тонкой материи, которую современная наука, ну, я не знаю, как сейчас, но раньше отрицала категорически. Вот. Но у нас наши, вот Крохолев там был. Ну, Крохолев тоже вот странно кончил. Пьянков Василий Николаевич, который, в принципе, был экстрасенсом от природы, да. Потому что он выезжал, когда, ну, во время войны, он танкистом был, вот его первый танк пускали по минному полю. И вот он ехал, и он проезжал это минное поле, не взорвавшись. И за ним уже проезжала вся дивизия. Потому что он, ну, чувствовал, где эти мины, где опасность. В общем, такой был. Но потом тоже вот бесславная такая кончина. Сына потерял. Вот, в котором души не чаял, да. Вот он выступал, Крохолев, ну, был еще Тишкевич, Вадим. Ну, вот он, ну, сейчас все еще живой, в общем-то, шустрый достаточно. Но он как раз вот на этой поляне-то здорово, ну, и понимание, и свежие мысли, ну, то есть творческий человек. И, конечно, вот сейчас бы его тоже пригласить, чтобы он нам там рассказал. А нам надо обязательно собраться. Ну, и сейчас бы его тоже пригласить, ну, послушать хотя бы. Он же продвинулся вообще-то далеко уже. Ну, я с ним периодически встречался, но не каждый год, как приезжал в Пермь. В общем-то, старался встретиться с ним. Тогда еще Виктор Шмелев был живой. Ты его, наверное, помнишь. Вот. Но потом, когда... А они вообще были друзья. Они все время. И когда я приезжал, Виктор сразу тащил меня к нему. Вот. Ну и вообще, на самом деле, после того, как мы конференцию провели, очень странная череда негативных событий у основных организаторов-то пошла. То вспомни, и у Курапова там с отцом случилось, и у других. То есть у всех, кто участвовал в подготовке конференции, произошел какой-то негатив. Причем у нескольких из наших организаторов и родственники пострадали, и сами люди пострадали. Помнишь эту странную ситуацию? Ну да, Крохолев ушел. Ну вот у Пьянкова сын ушел. Да, это было.
Ну, то же самое, когда мы организовали ВОК, вот, и хотели, значит, ну, как бы, там же у нас, в общем-то, было письмо, что нашу организацию приняли в космическую коалицию, да, вот, но люди начали уходить. У нас тоже, у всех организаторов, значит, случились гибели этих родственников. Ну и потом мы кому писали, никто почему-то не получил. Вот наши, значит, эти ответные письма, вот, они не получали. И самое-то главное, что тоже некоторые погибли. Нас там немного было, но все равно это показатель, что это опасная деятельность. Опасно и сейчас то, что если мы сейчас соберемся и проведем еще раз такую конференцию, но я не гарантирую, что мы все останемся живыми. Вот такая опасность есть. А как думаешь, а зачем сейчас нужна эта конференция? В принципе, вот знаешь, вот люди сидят, смотрят, да зачем у нас там вон война идет, скоро неизвестно, может, Третья мировая будет, а вы про каких-то Так это инопланетян ясно. говорите. А дело в том, что все-то кто это организует? За кулисы. А за кулисы кто? Это инопланетяне, которые захватили нашу Землю. Ну и потом ведь, если мы ее не проведем, это будет хуже. Потому что они же собирались, ну, вот, по данным той же Елизаветы королевы, да, она там в каком году, в 20-м, по-моему, сказала, что через 2 года они высадятся, да, инопланетяне. Они же не высаживаются. Им потому что препятствуют, и возникли силы, которые, в общем-то, не хотят, чтобы Земля была захвачена. Они же провели очень большую работу, чтобы мы говорили, что Земля плоская, там Солнце это лампочка, инопланетян нет. Ну и прочую ахинею, которую, в общем-то, инопланетяне нам навязывают. Ну и подкупает там известных ученых, которые подобную уже фигню начинают с больших, так сказать, средств массовой информации вещать. А это привело к тому, что если мы были условно разумными, нас перевели в неразумные. А неразумных можно выкинуть с планеты. Потому что, ну зачем им планету иметь, если они не знают, что Земля круглая. Вот. Ну и поэтому следует провести, и во всяком случае, те вот иллюзии, которые нам уже однажды навязывали, да, вот после того, как Коперник потом пошел, ну и все вот эти исследования про Солнце, про все, что это все-таки шары, а не плоские, и не слоны там их держат с черепахами. Вот. Это уже было раз. Нас опускали, и с нами достаточно жестко тогда обращались. Ну и сейчас, в принципе, вот они опустили, но высадку задерживают. Задерживают, потому что, в общем-то, есть хоть какое-то сопротивление вот этим вот анахронизмам, я бы так сказал, которые навязали сами инопланетяне. И все это проплатили. Потому что, ну, если ты знаешь, какое движение было, мощное движение вот этих плоскоземельщиков, вот, и поддержка, я удивился даже с нашей академии, тоже там всякие физики начинают говорить такую фигню. Вот. Ну, я думаю, что раз есть положительные силы, которые нас поддерживают и в нас верят, то надо обязательно провести такую конференцию и подтвердить, что мы не условно разумные и не неразумные, а мы именно разумный вид, который, в общем-то, хочет возвратить себе вот эту космическую жизнь, какая была у наших предков. Ну, кстати, ты, наверное, следишь за международными новостями. Вот буквально целый год уже в Америке на самом высоком уровне принимаются законы, и там даже комитет создали по контакту с семейными сообществами, в который входят представители разведки и товарищи американцы вполне себе серьезно говорят: ребят, у нас это все летает, это все существует, и это неизвестные разумные силы, с которыми мы не знаем пока, что нам делать. То есть на Западе вполне себе целенаправленно и грамотно людей готовят к пониманию тому, что внеземной разум не просто существует, а он реален, и он уже здесь. Да. Ну и дело в том, что готовят, например, священников НАСА, да, которые бы разъясняли пастве, что инопланетяне есть,
и они, в общем-то, готовы вступить с нами в контакт. Но опять же непонятно, кто с нами вступит. Нам же надо, чтобы те, которые потом, ну, в какой-то мере бы мешали захвату обратно нашей планеты. Мы же, в общем-то, как ферма, нас выращивают на говах, то есть на ту энергию, которая сейчас является, ну, как бы разменной монетой в нашей галактике. Вот, поэтому им очень не хочется терять нашу Землю, тем более, когда еще амшинский профессор, я не знаю, сейчас он живой, не живой, вот, выступил, что 95% добычи нашего минерального сырья на Земле, да, куда-то уходит. Мы на человечество тратим только 5%. Но это же тоже факт, который, ну, надо, в общем-то, пресекать. То есть у нас не только грабители могут быть в нашем, так сказать, обществе, но и в космическом тоже обществе нас грабят так вот бессовестно. Наши грабители по сравнению с теми грабителями, но они просто дети. Вот. Поэтому надо обязательно выступить, и чтобы тоже этих поддержать, те, которые не хотят, чтобы нас продолжали эксплуатировать, и чтобы мы все-таки добились свободы, освобождения от того рабства, в котором мы находимся, и которое многие не сознают. Ну, потому что информации-то об этом вообще нету. Все, что касается вот этой информации о рабстве, да, она вся тщательно убирается. Ну, кто про Амшинского кто-то слышал, что ли? Но если бы не личное знакомство, я бы тоже не знал об этом, так и каждый человек. Ну, а Вот. в худшем случае все это перевертывается, высмеивается и представляется в таком виде, что люди, которые занимаются этой темой, ну, мягко говоря, становятся нездоровыми на голову, как это говорят. Да, и так это, ну, сейчас-то уже как бы так уже не говорят особенно. Это раньше, если бы так вот открыто все это говорили, если бы мы в то же время проводили эту конференцию, да, ну, все, мы были бы все пациентами разных психиатрических клиник. Вот. Но сейчас, слава богу, об этом можно говорить стало. Не все, конечно, но все равно не секретят. Информацию секретят и не дают ей ходу. Знаешь, что самое интересное? Я же тогда всю эту конференцию в 96 году писал. Мы обязательно эти съемки поднимем, покажем. И забавно то, что то, о чем мы говорили тогда, что для многих казалось, ну, шизофренией какой-то непонятной, за вот эти 27 лет, что прошли, не только подтвердилось, но и для многих стало реальностью на самом деле. Да, конечно, у нас столько этих контактов. У нас ведь, смотри, вот, ну, нам говорят, что мы там примитивные, что мы ничего там не понимаем и не можем понять. А ведь наши люди в реальности, они же распространены по всей нашей галактике, да и не только. Потому что, ну вот такой факт. Женщина рассказывает. Ну, она в частный дом, там она вешала белье постиранное, да. И садится у нее во дворе, прям тарелка, выходит мужик красивый. Подходит к ней, называет ее по имени, говорит, ты меня, говорит, помнишь? Обнимает ее, говорит, ты меня помнишь? Она говорит, нет, я вас не знаю. Говорит, ну мы с тобой были мужем и женой в прошлой жизни. Представляешь? Вот она это рассказывает, но она торгует на рынке просто, да, ну, с высшим образованием, все. То есть не скажешь, что она сумасшедшая. Вот, и рассказывает такую историю. А потом в свое время ЦРУ опубликовала данные, там где-то 70 или сколько-то, в общем, цивилизаций, которые здесь вот нас посещают, там плеядцы, орионцы, сириусяне, у всех потожировые, когда брали эти остатки, да, вот, везде ДНК человека с таким же набором хромосом, то есть мы все подобные. Вот, и это о чем говорит? О том, что человечество расселилось по галактике, не только Солнечная система. А многие, кстати, из Солнечной системы или из внутренней Земли прилетают сюда, к нам.
Ну вот, Ну, может, не человечество расселилось, а все-таки те товарищи, которые прилетали и оставили здесь свой генетический след. Ведь сколько в истории, в древнейшей, в мифологии рассказано о встрече с какими-то богоподобными существами, которые приходили, спускались с неба, те же ангелы, ну, условно говоря, контактировали с дочерьми земными, и в итоге рождались очень интересные существа. Не об этом ли поле, о контакте как раз говорится? ну, об этом тоже, но дело в том, что и наши люди с Земли тоже летали. Ведь у нас первая цивилизация, которая гекатанхеры, сторукие, да, описанные и у римлян, и у индусов, вот у них, римлян их цикламенами называют, а эти, значит, гекатанхерами, то есть сторукими. Вот, а они в реальности, ну, они же были бессмертными, и Библия пишет, что люди были бессмертные, да. Все же говорили на одном языке, была общая культура, одна и та же религия. Все было одно, а все же изменилось. Куча религий появилась, сейчас 27 тысяч или 26 тысяч конфессий создали, ну это куда годится. То есть все, в общем-то, дробится, да. У нас в России, значит, 5000 всяких этих специальностей и профессий, а по миру 40 тысяч. Ну, это тоже ведь нонсенс. Человек должен быть универсальный. Какая специализация? Универсальность – это один из критерий прогресса в реальности, биологического прогресса. А когда такая специализация происходит, понятно, что какой может быть прогресс. Вот эти все работы на конвейерах, ну, когда вот создавалась у Форда, там, ну, у всех у них конвейеры были. Люди же за полгода превращались в идиотиков. Ну, потом придумали разные там операции, ну, в общем, как-то скрасили это, да. А в принципе, ну, даже и скрасили, все равно человек не развивается. Надо, чтобы он был универсальным, он мог не только с железом работать, не только там с радиодеталями, но со всеми вещами. Как, в принципе, были вот крестьяне. Они же все умели делать. И телегу сделают, да, и упряжь для лошадей, и одежду, и собирают урожай, там, делают там всякие из этого полуфабрикаты потом. То есть очень много всего могли делать. И холодильные эти установки, ну не установки, а эти зимники, как их называли. То есть все было подвластно крестьянину. А сейчас у нас специализации. Алексеевич, вот возвращаясь к подметному письму, которое Эмиль Федорович обещал показать, вообще откуда этот диалог-то пошел? Почему он вообще об этом заговорил? Но это я его за язык не тянул, он мне сам рассказал. А причем он мне рассказал, он как раз в Москву съездил, с Жаком Вале они встречались, да. Ну вот. После этого он мне это рассказал. Я подумал, что он или у Жака Вале его взял, или там, но я не знаю, откуда у него это письмо. То есть он только мне, я ему сказал, ты мне-то дай почитать. Мне не надо его вообще, ну, прочесть-то дай. Он говорит, хорошо, но так и не дал. Ну, как понятно, мы же с ним редко встречались. Вот. Только когда уже из ряда вон какое-то событие, только тогда он там приезжал, рассказывал. У него еще супруга была такая, которая мешала ему приезжать. Вот. Просто действительно у него совершенно уникальный вот этот труд был написан, который так не опубликован. Я так понимаю, что его никто не видел, этот «Вымпел Валентича». И там как раз говорилось о том, что где-то, по-моему, в районе одной из застав на Кольском, там вот уже, где граница идет, найдена была капсула, в которой находились записи вот этого как раз летчика Валентича, который, помнишь, он летел на самолете Cessna, сообщил, что видит какой-то объект, а потом этот человек пропал вместе с самолетом. Так вот, была найдена капсула, где как раз находилось его письмо, и он описывает совершенно удивительное событие, что он не погиб, что его забрали на борт объекта, и что он как раз занимается тем, что вывозит с Земли на больших вот этих аппаратах кислород. То есть, на самом деле, совершенно какое-то бредовое, непонятное это сам. Но там у Эмиля Федоровича было расписано и с деталями, и с подробностями,
Ну, сложно такое в принципе придумать. Не об этом ли он в подметном письме поговорил? Может быть, и об этом, но в той вот книге, которую он мне давал, этого не было, этой информации не было. Там много вот информации подобной, как у Жака Вале. Вот. Ну и вот я вот сейчас сожалею. Мне его, конечно, сейчас не найти. Оно же не в электронном виде. Вот, он уже распечатал это все. Он печатали на машинках. Вот. Ну, у меня потому что библиотека ее 4 раза грабили, ну и потом она вообще полностью исчезла. Поэтому вот, восстановлению не подлежит. У меня же были книги, которые, ну, они вообще в единственном экземпляре, оставшиеся там с 19 века. Ну, я много такой литературы собирал. Но я собирал по разным вопросам. Просто то, что она старая, да. И то, что она, ну, то есть это не Евангелие, не там Ветхий Завет, а просто касаемо каких-то вот научных дел, каких-то открытий. Потому что книги-то были вот именно 19 века уникальные. Вот сейчас про такое вот нигде не прочтешь, не встретишь. А потому что у нас, в общем-то, активно, в общем-то, я вот по физиологии там вот собирал, по физике, вот, первоисточники причем я там брал, ну, в смысле, собирал. Вот. И самое главное, что у нас вот от года к году, да, перепечатывались эти учебники все, и они все глупее, и все сжатие, но сжатие, то есть без каких-то подробностей. Там вот, например, целые школы вот этих гипнотизеров, да, сколько их было, в 19 веке все засекречено, ничего нет. Или там, допустим, та же физика. Там те вот явления, ну, например, звук, там, превращение, значит, в электромагнитное колебание. Сейчас вот стали печатать об этом, да, то есть кто-то стал исследовать, но до этого ведь этой информации не было. Потом то, что вот вращение, вот все вращающиеся тела, они все связаны, и они влияют друг на друга. Всякое вращающееся тело, оно раскручивается. Ну, где об этом прочитаешь? В 19 веке это все было. Ну и таких, в общем-то, много, которые, в общем-то, сейчас не попадают у нас в поле зрения наших физиков. Ну и потом, если уж так по большому счету подходить, сейчас физика, в принципе, в глубоком кризисе. Потому что те факты, которые, в общем-то, не влазят в закономерность, ну, в смысле, в представление, это иллюзорное просто представление, конечно, они не влазят. Их надо менять. Там и вечные двигатели, те же самые, ну, многие другие вещи, которые связаны там с электричеством. Вот. Но о них даже говорить нельзя, потому что они совсем из ряда вон, ну, не входят. И эти опыты, которые там приводились, да, ну, даже вот Черняев показывал, например, да, он показывал, как работает гравитационное поле. Ну, об этом ведь никто ничего не говорит, не комментирует его выводы и его, так сказать, воззрение. Ну, я не совсем с ним могу согласиться, да, но тем не менее, это все равно новаторство, это все равно открытие. Ну и другие, там много всего, с чем можно не соглашаться на сегодняшний. Тоже Толчин, например, да. Ну, кто у нас еще этим потом занимался? Ну, Толчин сделал аппарат, который Королев должен был испытать в космосе. Почему-то Королев сразу умер на операционном столе. Вот. Ну, а кто-то Толчина поддерживал? Никто. А так бы, в принципе, еще одно. А какой аппарат Толчин сделал? Инерцоид. Вот. Ну, вот потом, ну, потом были последователи, но они как бы, они же не изобретатели, они за него-то не трясутся, как Толчин. Он же пробивал все это. И выступал там, я помню, в университете у нас, да. Его заклевали там. И только один раз его похвалили, вот, и он после этого получил кровоизлияние в глаз от того, что он все время оборонялся.